В этом видео расскажем о том, как подключить почту к Bittrex24. Благодаря подключению почты к вашей CRM вы сможете поставить задачу из письма в один клик, быстро обрабатывать новых лидов, хранить историю переписки с клиентом в карточке CRM, получать информацию по прочтениям и переходам из отправленных писем. Для подключения почтового ящика заходим в раздел левого меню «Почта». Существует более 20 почтовых сервисов, на которых можно создать электронный ящик и затем подключить его к системе. Для наиболее востребованных сервисов, таких как Gmail, Mail, Яндекс, Outlook, Bittrex24 создал отдельное меню для подключения. Почтовые ящики других провайдеров подключаются к порталу через протокол IMAP. Для примера подключим почту Mail.ru. Нажимаем на соответствующую иконку и видим меню для подключения почты, которое примерно одинаково для всех почтовых провайдеров, кроме подключения по IMAP. Нажимаем кнопку «Авторизация» и выбираем почтовый адрес, с которым вы уже авторизованы, либо авторизуемся по другой учетной записью. Поле «Забрать из ящика письма за 7 дней» позволяет выгружать старые письма из ящика в Bittrex24, а также выбрать период, за который их нужно забрать – неделя, месяц, 2 или 3. Обратите внимание на ограничение тарифного плана. Дополнительные параметры ящика являются необязательными, но мы укажем имя отправителя. Если вы не планируете заниматься email-маркетингом с большим количеством исходящих писем, отключите соответствующую галочку SMTP. В ином случае укажите необходимые данные SMTP. Далее переходим к самым важным настройкам – интеграция с CRM. Обработать письма. Данная опция определяет, нужно ли привязывать к CRM старые письма, загруженные из ящика при подключении. Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам. Данная опция позволяет автоматически привязывать входящее письмо к тому клиенту или лиду, почтовый адрес которого совпадает с адресом данного письма. В ином случае ассоциировать это письмо с уже существующим контактом или компанией Bittrex24 не сможет и создаст новый лид. Рассмотрим пример. В компании работают менеджеры Павел и Анна. Если клиент Анны отправит письмо Павлу, то при отсутствии галочки для Павла это будет новый лид. Если же галочка будет выставлена, то новый лид не создастся, а письмо приложится к уже имеющейся переписке. Для входящих с нового e-mail адреса создавать лид или контакт. Данная опция позволяет автоматически создавать либо лид, либо контакт для всех писем, в которых e-mail не будет найден в системе. Если в почтовом ящике существуют проблемы с большим количеством спама, не рекомендуется включать эту опцию. Для исходящих на новый e-mail адрес создавать лид или контакт. Данная опция позволяет автоматически создавать либо лид, либо контакт для исходящих писем, в которых e-mail не будет найден в системе. Создавать контакты из вложений в формате VCAR. Эта опция позволяет определять контактные данные в письме и представлять их в стандартном визуальном отображении VCAR. Источник лидов и контактов. В данной опции вы сможете выбрать источник, который запишется в карточку созданной сущности. В последующем вы сможете сформировать аналитику по трафику. Создавать новый лид для каждого нового входящего письма. В данном поле можно определить список e-mail адресов, для которых всегда, независимо от других опций, будут создаваться новые лиды. Подобный сценарий актуален, например, в случае, когда у вас настроена переадресация заказов сайта через системное письмо. Очередь распределения лидов и контактов. Данная опция определяет ответственных сотрудников за будущие лиды и контакты, созданные из писем подключаемого почтового ящика. Доступ к почтовому ящику актуален, когда почтовый ящик обрабатывает несколько сотрудников. Можно позволить другим сотрудникам принимать письма с данного почтового ящика и отвечать на них с этого же адреса. Далее проверяем настройки синхронизации писем и подключаем почту к порталу. Если пароль и название почтового ящика указаны верно, почта будет интегрирована к вашему порталу Bittrex24.
Поменять настройки ящика, добавить подпись, заполнить адресную книгу или черный список можно, нажав на шестеренку рядом с вашим почтовым адресом. Принудительную синхронизацию почты с Bittrex можно запустить, нажав на стрелки. Добавим подпись для нашего почтового ящика. Помимо текста, в подпись также можно добавить картинку или визитку компании. Если вы разбираетесь в HTML-верстке, вам будет удобно отредактировать подпись с помощью разметки. Созданная нами подпись привяжется к отправителю или адресу электронной почты. Вы можете столкнуться с рядом ошибок при подключении почты или впоследствии. Самые частые из них это ошибка синхронизации. Одна из причин подобной ошибки – изменился логин или пароль от почты, в связи с чем интеграция прервалась. Вторая трудность – подключение почты Gmail. Политика безопасности Google потребует разрешения небезопасным приложениям. Ошибка авторизации. Подобные ошибки возникают, если вы неверно ввели логин или пароль, либо используете двухфакторную аутентификацию в почтовом сервисе. Если у вас остались вопросы о том, как подключить почту к Bittrex24, оставляйте их в комментариях или обращайтесь по контакту нашей компании. Спасибо за просмотр.